Для того, чтобы добыть шкуру медведя, не обязательно быть охотником. Несколько дубовых досок, современные технологии и пару дней работы. В итоге шкура медведя из дерева готова. Приятного просмотра. Любой столярный проект начинается с подготовки материала. В нашем случае это дуб, сухая доска толщиной 50 мм, которая была забракована для других, более аккуратных проектов. Но для этих целей она подойдет в самый раз. При помощи пильника распускаем ее на делянки поменьше, попутно выкидывая очевидные бракованные места. Следующим этапом прогоняем уже обрезные доски через фуговальный станок. Он выводит плоскость в идеально ровную и делает это легко, без особых усилий, благодаря валу Helical. Выглядит он вот так. На нем расположено множество независимых лезвий. Дальше заготовку прогоняем через рейсмус, отталкиваясь от уже отфугованной идеальной стороны. Рейсмус выравнивает ответную противоположную сторону. Делается это именно в такой последовательности. А эти небольшие трещины и сучки нас особо не смущают, поскольку по задумке шкура медведя, которую мы делаем, выполнена из дерева. В этом весь смысл и прикол. И это надо максимально подчеркнуть, с чем отлично справятся естественные изъяны дерева. Следующим этапом берем струбцины подходящего размера. Также их называют ваймы. В нашем случае щит должен быть более 120 см в ширину. Им мы и занимаемся. Клеить будем на пур от Клейберит. Это такой однокомпонентный клей на основе полиуретана. Конкретно этим клеем я пользуюсь не первый раз и могу смело его рекомендовать. Знающие люди наверняка скажут, что тут все неправильно подготовлено для склейки щита. Некоторые доски слишком широкие и все они разного размера, что недопустимо для склейки правильного щита. Все верно, но правильный щит мы и не клеим. Для наших целей такой щит вполне сгодится. Да и вообще изначально он сделан из бракованного материала, который не годится для деловой столярки, а для создания шкуры медведя по приколу вполне годится. Этим мы и заняты. На следующий день клей высох, и мы снимаем струбцины. После чего подчищаем излишки и укладываем щит, если его можно так назвать, на ЧПУ. Фиксируем саморезами и отправляемся к компьютеру. Для того, чтобы станок понял, что мы от него хотим, открываем 3D-модель, подготавливаем файл, выглядит он вот так, и запускаем процесс. Базу будем выводить фрезой диаметром побольше, в нашем случае десяткой. Фиксируем ее, при помощи вот такой приспособы обозначаем 0. Делается это для того, чтобы станок знал, на какой высоте лежит заготовка, то есть наш щит, и запускаем процесс. Дело это не быстрое, больше 9 часов работы станка. Тут скорее всего тоже будет много вопросов, почему ЧПУ работает без стружкоудаления. Так вот, очень много процессов не поддается логике и делается не совсем правильно, только потому что мы снимаем на видео весь процесс. Да, конечно, было бы проще подключить циклон и работать в чистоте, но тогда бы в кадре вы видели только шланг стружкоудаления. Спустя 5 часов мы имеем готовую основу, но щит у нас толщиной 5 см, а отталкиваясь от 3D модели, высота головы у нас больше 15 см. Значит, нам надо сделать ее из нескольких частей. Но предварительно при помощи барельефной фрезы дорабатываем пасть, нижнюю ее часть. После того, как мы приклеим следующий слой головы, у нас не будет доступа к этой части, но об этом немного позже. Также на этом этапе дорабатываем лапы, поскольку у нас стоит барельефная фреза. Как вы видите, она тоненькая, и благодаря этому мы получаем максимальную детализацию. На этом этапе с первым основным слоем покончено. Но перед тем, как его снимать, нам надо сделать контрольные отверстия при помощи вот такой спиральной фрезы от CMT. Делается это для того, чтобы без проблем склеить последующие слои и в конце получить цельную голову, как в нашей модели. Ну и в финале этого слоя вырезаем шкуру по контуру с небольшим запасом, а в дальнейшем доведем этот контур вручную.
Для того, чтобы заготовка не смещалась и не билась о фрезу, оставляются небольшие перегородки. Их мы и срезаем при помощи лобзика. В нашем случае лобзика на аккумуляторе. К слову, именно на эту 18-вольтную систему от Bosch я и перевожу мастерскую. Очень удобная штука, особенно когда весь инструмент работает от одной системы. К слову, к этому я и стремлюсь. Следующим этапом нам надо нарастить голову. Для этого склеиваем очередной небольшой щит. Тут все просто и понятно наглядно. 2 дубовые заготовки, немного клея и пару струбцин. А пока клей сохнет, снова отправляемся к компьютеру. Разрезаем модель, а конкретно голову, отталкиваясь от толщины заготовки, в нашем случае 50 мм, и снова отправляемся к ЧПУ. Первым делом фрезеруем отверстия, которые точно соответствуют отверстиям на первом слое нашей заготовки. Это поможет без проблем и с высокой точностью сложить пазл. Ну а дальше грубая выборка. Поэтому переворачиваем заготовку, и тут главное строго соблюдать месторасположение детали, для того чтобы пазл сложился. Тут все точно по такой же схеме. Сперва грубая выборка, потом финальная барельефная фрезеровка. И так со всеми последующими слоями. Это однотипная работа, и для того, чтобы вам не докучать, показываем готовый конструктор. Единственная сложность — это доводка таких деталей, как глаза. Это придется сделать вручную. А поскольку скульпторов у нас в команде нет, мы решили снова прибегнуть к современным технологиям. В 3D-модели выбираем необходимый элемент, подготавливаем файл и отправляемся к 3D-принтеру. Для нас 3D-печать — это абсолютно новое направление, которое развивается семимильными шагами. Я считаю, что хотя бы базовые навыки в этом направлении должны входить в систему образования. И очень жалею, что в мое время не было такой возможности, которая есть сейчас. Так вот, существует такой университет — Quentin Polytechnic University, ведущий политехнический университет и один из крупнейших учебных заведений Канады. Здесь вы можете выбрать одну или несколько из 140 учебных программ на 7 факультетах. Никаких скучных однообразных университетских пар. Вместо них групповые проекты, встречи с гостями и семинары с профессионалами своего дела. Небольшие по численности учеников классы позволяют установить связь со своими преподавателями, одноклассниками и профессионалами индустрии, а работают тут действительно профессионалы. В университете 5 кампусов в самом центре Ванкувера. Кампусы оснащены передовыми технологиями, такими как лазерные резаки, 3D-принтеры и аппараты для ультразвуковой сварки. Также вы получите доступ к художественным и фотостудиям, лабораториям мехатроники, теплицам и многому другому. А главное, после окончания увлекательного обучения вы можете остаться в стране до 3 лет для поиска работы и в будущем податься на вид на жительство. Конечно, администрация университета прекрасно понимает, как сложно бывает иностранным студентам в финансовом плане. И поэтому ежегодно студенты КПУ получают стипендии и премии на сумму около $2 миллионов. Для поступления в университет вам нужен тест, доказывающий ваш уровень английского языка. А вот полное среднее образование иметь не обязательно. Все подробности я оставляю в описании ролика, а мы продолжаем. В итоге с 3D-печатью мы разобрались. И спустя несколько часов имеем готовый образец, смотря на который нам будет проще довести уже реальную модель. А это значит, что можно продолжать сборку конструктора. На первый слой наносим клей. В отверстия, которые были сделаны для позиционирования следующих слоев, вставляем шканты, еще немного клея и собираем бутерброд. После того, как клей высох, занимаемся доводкой. Поглядывая на 3D-распечатку, сперва дорабатываем глаз. Следующим этапом по всему контуру проходимся болгаркой и скругляем его. Также при помощи дремеля делаем маникюр. Интересно, как это называется у медведей, учитывая, что у них лапы, а не руки. Жду ваше мнение в комментах.
Саму шкуру изначально мы хотели также доработать при помощи ЧПУ и даже начали делать тестовые образцы, чтобы сымитировать шерсть. Но потом стало понятно, что мы двигаемся не туда. И главная задача — это сделать все из дерева и подчеркнуть это. Поэтому решили просто брошировать шкуру жесткой щеткой, что и подчеркнет текстуру дерева по максимуму. Это вы и видите на экране. Следующим этапом по контуру мы решили немного обжечь дерево. Это придаст объем и подчеркнет многие детали. В финале покрываем все проверенным тонированным составом от Linas, поскольку медведь у нас бурый, а состав соответствует цвету. Такие эксперименты становятся реальными только благодаря вашей поддержке. А лучший способ поддержать ролик, так это поделиться им где угодно. Лайк, длинный коммент и подписка также очень важны. Спасибо за просмотр и добра от топора.